День 2. Всем привет. Лех, нужно оценить мордочкой. Ну, в целом мордочка нормальная, но есть крепатура в мышцах. В каких? Покажи. Вот в этих мышцах. Так. Вот в этих мышцах. Так. И вот в этих мышцах. Ой-ай-яй. И болит спина на самом деле. На самом деле первый раз понял, что зачем нужно делать байкфит. Потому что велосипед мне не очень подходит. Болит поясница. Вот, но мы сейчас попробуем найти аптеку и купить какой-то... Ну не прям сейчас. Не сейчас. Сегодня. Ну, в смысле... В другом городе. Нет, в этом попробуем. В этом? Ну, сейчас поедем, посмотрим, может быть. Короче, надеюсь, не сдохнет. Утро доброе, так скажем. Мордочкой оцениваю нормальный. Без лютой улыбки, но нормальный. Усталость, да, присутствует. Сегодня такой у нас тяжелый еще день. 300 набора. 134 километра. Что интересно, что отсечка временная, она идет на определенной отметке, и потом ты докатываешься. Вот сегодня, допустим, отсечка будет на 103 километре. И еще, получается, 31 километр нам нужно будет просто докатиться. Это будет непросто. А еще последнее, брат, спецучасток. Расскажи про спецучасток. Последний спецучасток 1,5 километра. Средний градиент 22%. Средний градиент 20%. Я, если честно, я не представляю. Мне кажется, что я, в принципе, есть сомнение, что я смогу заехать. 22% это реально пешком идти, наверное. Ну, типа, я хз как заезжать. Средний градиент 22%. На 1,5 километра. На 1,5 километра. Не на 500, не на 200 метров, не на 300 метров, как у нас в Хигард. На 1,5 километра. Да, я... Будем держаться. Сейчас, в общем, выезжаем. Сегодня понедельник. Сейчас выезжаем, ищем, где покушать, потому что вчера никакие магазины не работали. И даже при том, что у нас замечательный номер, замечательные апарты. Леха, кстати, ко мне не приставал. Все было норм. Замечательные апарты, но мы не нашли еду вчера, поэтому сейчас выезжаем, ищем еду, кушаем и сразу на старт. Вот сегодня наш стиль сегодня вот такой. Представляем Сантандер банк. Представляем банк Сантандер. Леха все правильно говорит. Vamos. Vamos, vamos! Завтрак. Хорошая компания. Недоволен чем-то, видно. Я думаю, что на 4-й или после 4-го на 5-й день Перестанем снимать, перестанем общаться просто. разговаривать. Просто молча все будем делать. Вполне возможно. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und startfrei! Allheil und gute Fahrt! Vielen lieben Dank an die Marktgemeinde Silian. Es geht nach Falkade. Und heute gibt es Essen. Все еще едем нейтрализацию. Сколько проехали? 6 километров. А, больше. Я позже включил. Так что, наверное, километров 10 проехали. Все еще нейтрализация. Едем, катимся, раскатываемся.
Начали сегодняшнее восхождение 15 километров наверх. Средний градиент 4 с чем-то. 6? Да. 6. Обновление. Лёхе тяжеловато сегодня опять. Hi. Они, брат, спускаются хорошо, да. Так что нам придется на них потом их догонять. Так, перед нами 11-я команда. Это команда, которая нам сейчас везет несколько минут. Поэтому будем держаться ее. Но здесь видно, что белому уже плохо. Белый уже не может. Понял, брат? Я тебя дотащу, я тебя затащу, я тебе рот ставлю, брат. Они не знают, брат, мои силы в ногах. Да, я понял, брат. Я тебя, брат, понял. Хорошо. Но он уже мертв. Ты посмотри. Он весь соляной. Я тебе вот отвечаю, брат. Проехали 80 километров. Сейчас гора. Лех, к сожалению, уже все. Кончился. Уже и кричит на меня. Уже и все, ему не мило. И за девочками ехать не хочет. Ну. Ладно. У нас есть... Сзади нас едет номер 11. Они прям уже точно умерли. Нам сейчас всю задачу, которую я перед нами ставлю, это увеличить от них отрыв. Я буду стараться Леху тащить, чтобы мы от них уезжали. Посмотрим, как получится.
Лёх, ты можешь сказать свои слова? Я не хочу ничего говорить. Хочу ругаться матом. 5 километров всего. 5,5. Это до торчка. Потом 1,5. Два 500 осталось. Фак. Я все. Это 103. Я все. Это 103, Лех. Еще 34 до дома. Это было очень непросто. Я тебе скажу так, в конце я уже не мог тебя тащить. Мне надо что-то с велосипедом делать. Выкинуть. Выкинуть нахуй. На гарде? На гарде выкинешь, не переживай. В озеро, бля. Чувак, у меня пиздец заднее колесо трет, покрышка. И мне просто люто не хватает передачи. Какая у тебя система? Какая у тебя звезда там? 52. Нет, а 28-я сзади или что? Кажется, да. Сука. Ну ты видел, как я ломал? 28-я это жестко. А ты вообще не подумал, да? То есть там 34-я бывает. У меня вот 34-я. Я долбоёб. Лёх, Я. как завтра поедем? Я поеду. Приезжай с Юрой. Завтра 30 километров. Я не поеду. Это что такое? Аква, стой. Аквафрия. Ой-ой-ой-ой. Hello. Still sparkling. Sparkling. That's sparkling. Sparkling is the blue one. Tobias Neubauer, Daniel Christen, dann haben wir Maximilian Weber, Benjamin Müller, Ramon Christen, Marcel Böker, schon im Zielbereich. Здравствуйте. Сразу после финиша. Ну, значит, Флеш-интервью. сегодня значительно проще, чем вчера, конечно. Да, это поближе поднести. Да, проще, чем вчера. Походу восстановился. Да, Завтра должно быть еще легче. да. Мне сегодня больше понравилось. Последний спуск, ты видел? Там просто виды топчик. А вот этот вот доезд вот этот вонючий, он тебе не понравился? Он тебе понравился? Нет. Просто мразь. Вот это вот. Финиш за 30 километров до конца маршрута. Ты понимаешь, что это просто последний
Вот Леша сказал, что это последний гвоздь в крышку гроба забит, если честно. Вот эти 30 километров последних. Да. Кончился Лёха, да? Юр, ну ты молодец. Спасибо. Мы тоже молодцы. Итак, мы берем вечернее интервью у сеньора Доминика Торетто. Сеньор Доминик. Короче, что можно сказать? Сегодня я себя чувствовал на самом деле намного лучше. И, наверное, все-таки, ну, во-первых, жара. Сегодня не было так жарко, это точно. Ну, в первой половине дня. В первой половине гонки не было жарко точно. Ну вот, а во-вторых, акклиматизация. То есть, получается, мы делали с тобой неделю подводки. Ну, то есть, сбавляли темп. И потом еще 2 дня у нас с тобой вообще не было тренировок. И вот первый день гоночный, он такой, типа, видимо, сказался. Вот с точки зрения пульса, всех вот этих зон, я себя чувствовал намного лучше. Вот, но как только началась гора, первая гора, вот, получается, до горы 50 километров мы доехали вместе, всей большой толпой, в пачке. Было на самом деле очень круто, интересно, мне очень понравилось. Вот, началась гора, получается, была, по-моему, 15 километров первая, и первые полгоры, наверное, я проехал хорошо, а потом я начал заканчиваться. Мое предположение, почему я начал заканчиваться, ну, во-первых, я, конечно, подустал, вот, и все-таки горы мне как-то тяжело даются. Но второй момент, я совершенно не подготовился в плане передачи и каденса, точнее передачи. У меня получается сзади 11 скоростная передача, самая большая кассета, звезда на кассете 30-я. Вот, а спереди 38-52. Вот, и ехал я сегодня в гору с каденсом, наверное, 50. Леха просто выламывал все время. Да, это было на самом деле очень тяжело, очень силовая такая штука получилась, потому что горы здесь совершенно другие, то есть если в Валенсии мы горы как бы пролетали хорошо, и мне наоборот было комфортно на низком каденсе, ну там 70, 80, 8, ну что-то такое, потому что после триатлона, то здесь другой процент, градиент, типа здесь в среднем типа 10, мне кажется, 10-12, вот такие горы. Не, ну сегодня таких не ехали. Не, мне кажется... Ну, 8 была, 8 Ну, точно 8-10, то есть, допустим, 8-10, я бы сказал. Да, если в Валенсии в среднем горы там 4-6, да. то здесь 8-10. Вот, и на моей передаче очень удобно. Это первый момент. Второй момент. У меня терло заднее колесо, задняя покрышка, о раму. И, ну, то есть, потому что я поставил большую, ну, 32-ю покрышку, и она не подходит к моему велосипеду. Хотя как-то до этого я ездил, не знаю. В общем, она терла, это тоже меня тормозило. В общем, вот. Поэтому первым делом, когда мы финишировали, я пошел к механикам, отдал свой велосипед, попросил поменять покрышку и поставить новую кассету. Кстати, механики вообще топ. То есть, прямо мне вот очень нравится этот сервис. У тебя включены, ну, то есть, почти 24/7 работают механики, достаточно много, и сервис бесплатный. Ну, то есть, понятно, покрышку и кассету мне пришлось купить. Недорого, кстати, она так в магазине не стоит. Вот, но вот мы в какой-то жопе мира находимся, и все прекрасно поменяли. Но, мне продолжать рассказывать? Да, но самое веселое, когда мы пошли сейчас на ужин, забирать велосипед, механик зовет меня к себе и показывает, что у меня треснули, сзади в 4 местах треснул обод, и спереди в одном месте треснул обод, причем треснул так, что там еще 2 миллиметра, и он типа развалится пополам. И на самом деле я не знаю, каким как бы чудом я вообще доехал, потому что, ну вот, вчера мы с Марком летели на спуске 80 км в час, как бы если на 80 км в час на горном серпантине как бы трескается передний обод, и ты летишь через руль вниз, но я думаю, что как бы дальше ты больше видео никогда не записываешь никакие. Ну, может быть, там только эти... Ну, короче, да. В общем, неприятная ситуация, да, но неприятно. Очень неприятная ситуация. На самом деле, опять же, респект организаторам вообще, потому что все организовали, все поменяли. Ну, дали колеса. Ну, естественно, не топовые колеса, но как бы карбоновые, нормальные китайские колеса. Тоже относительно недорого для колес, мне кажется. 500 euros. Да. Ну, то Euros есть... или долларов? Euros. Euros. Мы же в Европе. Ну, то есть за колеса они так и стоят тоже. Как бы, мне кажется, с точки зрения того, чтобы доехать гонку, опять же, мы находимся в жопе мира, где я тут возьму колеса. Вон, Вот. кстати, велосипеды стоят, вон такие, Да. которые можно вот взять, поехать здесь куда-то. Поэтому, кажется, все проблемы порешали. Брат, оцени, пожалуйста, уже долго записываем, оцени, пожалуйста, мордочку, поставь сегодняшнему этапу, и
Оцени по 10-балке. Но мне было непросто сегодня. Наверное, мордочку я поставлю нормальную. То есть, конечно, я устал в конце, но из-за того, что первую половину чувствовал себя хорошо, мордочка опять нормальная у меня. Вот, но по тяжести 8 плюс. Ну, опять же, из-за гор. Горы, даже я бы сказал 8-9 у меня горы зашли, потому что вот последний подъем, это было просто, как вот есть рилсы сейчас с этим, с Тимом Рексом. Вот я плакал, короче. Ладно, брат, Да. спасибо. Завтра ты будешь сильнее. У тебя уже правильное соотношение передач. У тебя уже новые колеса, брат. Следующий, к 7-му дню поменяю суставы, коленные суставы. К 7-му дню у тебя полностью новый велик просто. Ты такой, типа, начал с колес, дальше у тебя раму, блин, вынос, Да. седло, все сменил. Да. Ну, потихоньку. И всё китайское. Все китайское. Ну и нормально. Да. Ладно, давай я, брат, расскажу. Давай. Так, гайс, теперь мой обзор. Да, как Леха уже сказал, мы сначала летели со всей большой группой. Летели 50 километров, я смог не отвалиться нигде. До самой первой горы доехали вместе. Все было замечательно. Чувствовал себя тоже сегодня хорошо. Чувствовал себя, как вот на трех нациях. Я говорил вчера, что на трех нациях я чувствовал себя лучше, чем первый день здесь. И вот сегодня это подтвердилось. Сегодня я чувствовал себя прям хорошо. Прям хорошо себя чувствовал. И, значит, ну ехал нормально. Леху, где мог, помогал. Что-то как-то немножко там воду забирал, чуть подталкивал Леху, где не хватало ему передач. Было видно, что ему тяжело, было видно, что передача явно точно не та. Из-за этого Леха, наверное, подустал. Где я подустал? Значит, я подустал в последнюю гору. Она была 8 километров. Я опять же начал толкать Леху. Но вот там вот где-то на середине горы я понял, что я уже не хочу его толкать, что мне бы самому доехать, и было бы хорошо. Вот, так что где-то на 4 километрах, последние 4 километра я так light, что-то там доезжал, пытался что-то сделать. Вот, это на 103-м километре у нас закончилась временная отсечка, мы сели, посидели, отдохнули, и после этого мы поехали вниз, сначала вниз, а потом наверх. И вот где я действительно подустал, нахрен, это вот эти вот 31 километр, который нужно было добраться до финиша. До вот самого финишного городка и до того города, где мы живем. Вот здесь просто, в этот момент уже 32 градуса на улице. У меня вон, смотрите, обгоревшая голова. Обгоревшая голова. Мне уже очень жарко. И еще и набора нужно было сделать 500, что-то там около 600 метров набора. За вот эти 31 километр, которые уже идут не в зачет. То есть ты должен их просто проехать, доехать до сюда и отдыхать. Мы, конечно, ехали спокойно, но я все равно заколебался и все равно я устал. И вот там вот я уже прям, мне хотелось быстрее закончить, быстрее что-то съесть, быстрее пойти в холодный душ и все такое. Конечно же, сразу после финиша мы с Лехой быстренько все обсудили. Мы все обсудили, пока мы ехали. Все быстро сделали, поели, сразу в номер. Старались время не терять. Поэтому сегодня видео на канале вышло раньше. Вот. Эту гонку сегодняшний день я оценю. Наверное, мордочка у меня, вот если бы не последние 31 километр, мордочка у меня была бы нормальная, я сказал бы. Потому что я, да, под конец подустал, это всего 4 километра, где-то сил уже не хватало, но нормально было бы. Но вот учитывая последние 31 километр, я ставлю себе мордочку вниз, чуть небольшую, улыбочку минус, мордочку минус от середины. И по нагрузке я бы, наверное, 7 оценил. Вчера я оценил 6,5. Сегодня я бы 7 точно дал, потому что было набора 300 и просто 130 километров. Ну и Леху пришлось тащить. Так что завтра всего 38 километров завтра. Прикиньте, 38 и еще десятку спуститься вниз. Короче, завтра будем стараться отыгрывать. Значит, сегодня мы стали 8-е, отыграли одну позицию. Завтра мы будем пытаться 7-х и 6-х обогнать. Но это не точно. Пойдем, как получится. Все, спасибо вам всем большое. Следите. Спасибо за ваши слова поддержки. Я их вижу. Мне они очень приятны. И Лехе тоже. Нам они нужны. И теперь, как обычно, я показываю вам красивые виды нашего города, где мы живем.